Поцелуй на Эйфелевой башне, победный гол в ворота сборной Испании, прыжок с парашютом, последний платеж по ипотеке. Примерно так перечисляет лучшие минуты своей жизни среднестатистический человек. А лучшие минуты моей жизни начинаются с заставки «Галилео». Сегодня в «Галилео». Бангкок – дело тонкое, необычные традиции Таиланда. Некоторые вообще никогда не называют свои настоящие имена. Жизнь на прокат. Все прелести шеринг-экономики. Домашняя пиротехника. Ракетный двигатель в условиях мастерской. О-хо-хо-хо, вот это крутяк! И как в Китае делают настоящие китайские фейерверки. У меня довольно много шрамов, но это часть ритуала. Можно 100 раз побывать в Таиланде, но он все равно не перестанет тебя удивлять. А вы знали о такой услуге, как бесплатный душ для бездомных? И я не знал. Возможно, тайцы нарочно держат это явление в секрете, иначе туристы совсем перестанут снимать номера в отелях. Об этих и других малоизвестных фактах о Таиланде прямо сейчас. Таиланд – край света для русского человека. Здесь все непривычно взору и все необычно в быту. Кавин Тен покажет нам сегодня 5 вещей, без которых не представляет себе жизни ни один таец и которыми не пользуемся мы. В Таиланде есть множество фишек, о которых следует знать иностранцам. 32-летний таец живет на острове Ко Панган, который особенно популярен у любителей вечеринок. 9 часов утра. Время завтрака. В Таиланде утром пьют кофе со сгущенным молоком. Но Кавин еще съедает кусочек чизкейка, уютно расположившись на первом предмете, который есть в каждом тайском доме. Это коврик-циновка. Люди здесь всегда едят на таких ковриках. Вместо того, чтобы сидеть за столом, в Таиланде предпочитают сидеть на полу. Этой традиции много сотен лет, и она никак не связана с бедностью или богатством. Дело в том, что при тропических температурах у ковриков есть свои преимущества. Сидя на коврике, намного легче переносить жару. Традиционно такие коврики плетут из натуральных материалов, таких как камыш, бамбук и древесное волокно. Впрочем, есть и совсем дешевые коврики из синтетики. Независимо от качества материала, ноги от жесткого пола затекают одинаково. Свернув коврик после трапезы, Кавин ведет нас к следующему предмету, без которого тайцы не могут прожить. Тайская фишка номер 2 – ароматический ингалятор. Эти маленькие штучки напоминают клей-карандаш. Но вы можете совать их в нос без последствий. Ничего не склеится. Мне больше всего нравится вот этот ингалятор. Я всегда им пользуюсь, когда у меня гудит голова или мне нехорошо. Кавин – фанат ментолового ингалятора. В составе ментол, эвкалипт и перечная мята. Некоторые производители предлагают также ингаляторы с фруктовыми ароматами. Эти штучки прочищают нос и, по уверению тайцев, дух. Тайцы без ума от ингаляторов настолько, что не вынимают их из носа сутками. Я работаю в ресторане. Когда много посетителей, иногда начинает болеть голова. Поэтому я всегда ношу его с собой. Вера в то, что пары смягчают разнообразные неприятные симптомы, существует в Таиланде очень давно. Современные ингаляторы – это своего рода продолжение традиционной ароматерапии. Одного ингалятора хватает примерно на месяц. Кавин, вдохнув пары ингалятора, мчит в ресторан. Это его совместный бизнес с другом Теном. Привет, Тен, что делаешь? Привет, Као. Нарезаю шампиньоны для пиццы. Я могу тебе помочь? Подождите-ка. Као? Но ведь нам он сказал, что его зовут Кавин. Третья фишка Таиланда – прозвище. Као – это мое прозвище. Мне его дали родители. Оно означает «дикий рис». Всегда очень смешно, когда мы садимся вместе есть. В Таиланде мы все пользуемся прозвищами. Некоторые вообще никогда не называют свои настоящие имена. Родители Кавина – фермеры.
Поэтому сразу после рождения сына они дали ему прозвище Као – «Дикий рис». Так себе имечко, конечно. Креативность тайских прозвищ не знает границ. В качестве прозвища могут использоваться названия животных, растений, цветов, привычек или продуктов. Откуда пошла эта многовековая традиция, никто точно не знает. Как и то, откуда пошла мода упаковывать все подряд в пластиковый пакет. Это 4-я фишка. В Тае это главная тара для блюд на вынос. В пластиковых пакетах переносят не только блюда из риса, но даже напитки. Так почему же не в банках? Когда передвигаешься на скутере, пакет можно просто повесить на руль. И детям из них удобнее пить. Неважно, жидкость это или твердый продукт, горячий или холодный, мы все накладываем в пакет. Всему этому есть еще одна причина. В Таиланде действует строгая система залога за тару. Если человек оставляет банки и бутылки у продавца, ему не нужно платить залог и потом возвращать тару, чтобы получить его обратно. Сплошная экономия. Чтобы показать последнюю типично тайскую фишку, Кавин ведет нас в туалет. Он даже немного гордится этим устройством. Мы в Таиланде пользуемся только гигиеническим душем. Итак, 5-я тайская фишка – гигиенический душ. Или биде. Биде в Таиланде используют не только в туалете. Дома здесь ходят босиком, и с помощью биде можно также быстро помыть ноги. Конечно, таким образом расходуется чуть больше воды, но зато благодаря биде мы производим намного меньше мусора и не производим в огромном количестве туалетную бумагу. Чистота и экономия как ни крути. Команда Галилео рекомендует взять себе на вооружение хотя бы часть тайских фишек, ведь они практичные, экономичные и просто классные. Мы тоже часто используем прозвище в обычной жизни. Взять хотя бы меня, Даню Крастера. Но есть некоторые вещи, которые и мы, и тайцы используем очень редко. И я сейчас не про интеллект. Например, обычную дрель в среднем используют всего 12 часов в год. В теории ее можно купить на 3 с соседями и использовать по очереди. Это называется шеринг-экономика, и она уже идет к нам 7-мильными шагами. Что нам нужно? Вещи или то, что они могут нам дать? Человек покупает квартиру, машину, гараж, мебель, бытовую технику и много книг, хотя хочет получить уют, безопасность, свободу и знания. Но даже самые ценные вещи мы покупаем не навсегда. В среднем за жизнь человек меняет десяток компьютеров, 2 квартиры, 5 стиральных машин и 3 автомобиля. Мы работаем и зарабатываем деньги, чтобы ремонтировать и охранять свои вещи. А что делают они? Бездельничают. Прочитанная книга валяется без дела 99% своей жизни. Дрель работает в среднем не больше 15 часов в год. Машина 95% времени отдыхает в гараже и на парковках. Мы не успеваем использовать 100% потенциала наших вещей, но мы можем ими делиться. Для эффективного извлечения услуг из вещей нам нужно найти потребителя, быстро с ним связаться и обменять услугу на деньги. Именно так работает шеринг-экономика. Умные алгоритмы мобильных приложений соединяют владельцев вещей с потребителями услуг, водителей с пассажирами, хозяев квартир с туристами, а поваров с едоками. Вещи работают эффективнее, а главное, потребители пользуются ими быстрее, удобнее и дешевле. Покупка и содержание машины стоит 10 тысяч рублей в месяц. Месячные расходы на такси – 9 тысяч, а месяц каршеринга – 7 тысяч. Внеэкономические эффекты шеринг-экономики делают мир лучше. Буккроссинг не только экономит бюджет библиофилов, но и дарит новых друзей. Шеринг велосипедов улучшает экологию. Шеринг компьютеров приводит к новым открытиям. По прогнозам, прибыль шеринг-компании к 2025 году составит 335 миллиардов долларов. Apple и Microsoft вместе зарабатывают меньше. А к 2035 году большая часть быта будет связана с шерингом. Мы будем делиться одеждой, посудой, бытовой техникой, мебелью, жильем и транспортом. Но везде есть свои риски. Снижение уровня доверия или простое отключение связи отрежут владельцев вещей от потребителей услуг. Миллионы людей без собственности превратятся в бездомных бедняков. И мир откатится в древнюю эпоху примитивных обменов. Как сделать фитиль из бумаги, пропитанный селитрой? Покажем, но из-за дыма вы вряд ли что-то увидите.
повторять такое я вам категорически не советую. Огненное шоу в китайской деревне. Традиция, которой больше 500 лет. У меня довольно много шрамов, но это часть ритуала. Нет дыма без огня. Так говорят те, кто не угадал с концентрацией раствора аммиачной селитры. Сейчас мы отправляемся в мастерскую, где сегодня немного подымим и повзрываем. Хотя кого я обманываю? Очень много подымим и еще больше повзрываем. Химия, как наука, очень интересна и полезна для человека. В школе я любил химические опыты, но моими самыми любимыми были те, где что-то взрывается или горит. Эти опыты породили целый раздел техники, которая называется пиротехника. Многие считают, что пиротехника опасна. Я понятия не имею, почему они так считают. Давайте посмотрим, что она из себя представляет, эта ваша пиротехника. Да вот почему ее считают опасной. На самом деле пиротехника требует аккуратности и очень точного расчета. Но давайте сегодня попробуем с ней подружиться. А начнем мы сегодняшние эксперименты со сварочного карандаша. Сварочный карандаш сделан из алюминия и оксида железа, то есть из обычной ржавчины. Давайте я покажу, как он работает. О, неплохо. Вот такой фонтанчик я бы на Новый год на столе сжечь не стал. Ну, а теперь давайте разбираться, что у нас здесь произошло. Из чего состоит сварочный карандаш? Да по большому счету из термита. Вот, смотрите. Это смесь алюминия и ржавчины, то есть оксида железа. Весь смысл в том, что ржавчина сама по себе содержит очень много кислорода. И при нагревании алюминий начинает яростно отрывать этот кислород от ржавчины и присоединять к себе. А ржавчина восстанавливается до настоящего железа и капает вот такими раскаленными каплями. Намного интереснее ведет себя бихромат аммония. Это сложное соединение, в котором, если очень упрощать, при нагревании происходит реакция, при которой он начинает окислять сам себя. Давайте покажу, как это происходит. Высыпаем весь бихромат аммония и поджигаем. Вулканчик бурлит. Ну, не Везувий, конечно, но пепел прикольный зеленый остался. Вообще, бихроматы сильные окислители. Если мы, например, возьмем другой бихромат, бихромат калия, и смешаем его с алюминием, мы получим неплохой осветительный состав. Ну, я думаю, такого количества будет вполне себе достаточно. Вот это жахнуло. На самом деле, я любитель больших фейерверков. Всегда было интересно узнать, как они устроены. Во время праздничного салюта в небе распускаются букеты разноцветного огня. Каждый из цветков – это взрыв пиротехнического шара. Вышибной заряд доставляет шар на высоту 200-300 метров. Одновременно по трубке замедлителя искра доползает до разрывного заряда в центре. Он взрывается и разбрасывает вокруг звездки с разными эффектами. Смесь солей металлов с порохом окрашивают салют в разные цвета. Вот так на языке химии выглядит фраза «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». От количества и состава звездок зависит фигура фейерверка. Разноцветные огни без шлейфа – пион.
Пион с хвостом искр, хризантема, цепная реакция взрывов, распадающихся на взрывы помельче, кассеты. Таких фигур несколько десятков. Весь салют рассчитывается на компьютере. Мортиры разного калибра ставятся под разными углами, соединяются в цепь и подключаются к пульту. Весь фейерверк запускается нажатием одной кнопки. Реакции окисления в пиротехнике не всегда дают столб пламени. Есть и более спокойные реакции, например, какие-нибудь дымовые составы. На нашем столе страшная дымовая шашка, рецепт которой прямиком из моего детства. В качестве окислителя здесь выступает аммиачная селитра, а в качестве топлива обычная газета. Ну а сейчас пришло время поджечь нашу дымоуху и посмотреть, что из этого произойдет. О, прям как в детстве. И запах такой же. Дым достаточно едкий, так что повторять такое я вам категорически не советую. Сегодня мы жгли газеты и алюминий. Хочется чего-то новенького. А знаете ли вы, как измеряются калории в еде? На самом деле очень просто. Еду высушивают, сжигают и считают количество тепла, которое выделилось при сжигании. И чем больше калорий было в еде, тем больше тепла выделится. А в какой еде у нас больше всего калорий? В сахаре. Из-за этого различные сахара частенько используют как ракетное топливо. Вот это примитивный ракетный двигатель. И сделан он из ингредиентов, которые вы можете найти на своей кухне и в хозяйственном садоводческом магазине. Я установлю внутрь фитиль. Само тело ракеты я установлю вот в такой вот стенд. Ну давайте проверим, на что способны калории в нашей ракете. Очки здесь обязательно. О-хо-хо! Вот это крутяк! Офигеть! Нормальный ракетный двигатель вышел. Из карамельки. Ох и огненное сегодня получается шоу. Продолжим не менее зажигательно. Всем известно, как опасны китайские фейерверки. Но сами китайцы так не считают. Чтобы было действительно опасно, они бросают расплавленный металл о стену и называют это фейерверком. Оказывается, это древняя традиция. А я и представить не мог, что еще кто-то, кроме меня, так делает. Все еще считаете, что это вы горите на работе? Команда Галилео отыскала на краю света человека, стоящего под дождем из искр без какой-либо защиты. Вот уж действительно, работка с огоньком. Чтобы узнать, зачем добровольно на такое идти, наша съемочная группа отправляется в Китай, а точнее в Нуанкуан, в 4 часах езды на автомобиле от Пекина. Нуанкуан существует со времен династии Юань с 12 века. В этой горной деревне живут в общей сложности 17 тысяч человек, большинство из которых фермеры. Нам повезло, сегодня здесь проходит праздник весны, ну то есть китайский Новый год. И зрелище, называемое Дашихуа, что в переводе означает «древесный цветок». Как раз тот самый огненный фейерверк. А вот и наш покоритель огня. Здравствуйте, это вы на фото? Да, верно. А что вы тут делаете? Это называется Дашихуа. А что это? Это что-то вроде фейерверка? Нет, это Дашихуа. Можешь показать нам, как это работает? Да, могу. Пойдемте ко мне в кузницу. Ван Дэ работает в кузнице с 14 лет. Для участия в огненном фейерверке на празднике весны выбираются лишь самые опытные кузнецы региона. Раньше в нашей деревне было очень много кузнецов. Мой дедушка и мой отец тоже работали здесь кузнецами. Но сейчас больше никто не хочет продолжать это дело.
Ван Дэ покажет нам, как получается огненный дождь. Это очень опасно. И сейчас только 6 мужчин во всей провинции могут это делать. Сначала в плавильную печь закладывают уголь. Так достигается необходимая температура в 1600 градусов. Пока что температура недостаточно высокая. Нужно еще немного подождать. 4 часа спустя металл наконец становится жидким. Но масса быстро остывает и свертывается. Поэтому Ван Дэ не отвлекается ни на минуту. Операторы встают подальше. Жидкий металл прожигает любую одежду и вызывает тяжелые ожоги. Жидкий металл должен остывать в земляной форме 4 минуты. Из этой формы получится решетка. А из остатков сырья – долгожданный дождь из искр. Мы всегда оставляем немного металла, чтобы я мог потренироваться перед Дашихуа. Сегодня вечером начнется большое шоу. Напомним, что жидкий металл обладает температурой 1600 градусов. Когда жидкий металл попадает на холодную стену, вокруг разлетаются искры. Видите? Ты когда-нибудь травмировался? Конечно. А ты как думаешь? У меня довольно много шрамов. Это больно? Конечно. Но это часть ритуала. Метанием огня Ван Дэ занимается не ради забавы. Это своего рода праздничное подношение и способ уговорить судьбу дать тебе и твоей семье хороший год. В Китае существует традиция зажигать фейерверки на фестивале Нового года. Еще 500 лет назад в Нуанкуане было 150 кузнецов. У бедных кузнецов не было денег на дорогие хлопушки, а праздника хотелось. Поэтому они придумали свои фейерверки из жидкого железа. Традиционный фейерверк бедняков превратился в настоящее событие. И на праздник весны в деревню ежегодно приезжает до 2000 посетителей. Неплохой доход для местных жителей. Для проведения ежегодного фестиваля в деревне даже построили небольшой стадион. Зал битком. Все ждут выхода Ван Дэ. За сценой уже расплавили металл. Ковш из твердой ивовой древесины уже в руках укротителя огня. Он выходит на сцену. Из защиты на нем только традиционный овчинный тулуп и шляпы. Ван Дэ простоял под огненным дождем час, рассыпая золотые искры, подобно волшебнику. Все прошло хорошо? Да, хорошее было шоу. Все в порядке? Дай посмотреть. Да, все в порядке. Китайские фейерверки из жидкого металла бесспорно уникальное зрелище. Команда «Галилео» рада подарить его своим зрителям. Мне одному кажется, что сегодняшний выпуск напоминает о забытом летнем отдыхе. Таиланд, фейерверки, огненное шоу. Не хватало только сюжета о самых известных дискотеках мира. Тогда бы я точно всплакнул. Но я держусь, и вы держитесь. Следующее путешествие уже завтра. Смотрите «Галилео».